Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ирина. Сегодня мы поговорим о сознании человека и проследим вместе эволюцию человеческого сознания с 1 по 4 уровень. Представьте себе, что жизнь, которую вы видите вокруг, лишь малая часть реальности. Мы рождаемся, растем, учимся выживать, любить, строить планы. И все это кажется нормой, но на самом деле это разные уровни восприятия, разные слои сознания. Большинство людей проживают жизнь, даже не догадываясь, что находятся внутри матрицы привычных мыслей, страхов и убеждений. Эта матрица удерживает нас на низких этажах сознания, там, где все ограничено телом, эмоциями и правилами разума. Для каждого уровня сознания матрица содержит стандартные программы, проходя которые мы переходим на следующий уровень. Да, есть путь выше, есть лестница развития, ведущая от простых инстинктов к раскрытию сердца, к свободе и пониманию своего настоящего «я». В этом фильме мы рассмотрим первые 4 уровня сознания – инстинкты, эмоции, ум, доверие. Мы увидим, как мужчины и женщины проходят свой путь, сталкиваются с трудностями и находят ключи для выхода из ограничений. Это только начало. Во второй части мы поднимемся еще выше, к уровням с 5 по 7, где раскрываются настоящая сила духа и связь с источником. А сейчас давайте шаг за шагом разберем первые 4 уровня, чтобы понять, где мы сами находимся и как сделать следующий шаг к следующему уровню сознания. Первое. Базовый, инстинктивный уровень. Его проявление – это выживание, еда, сон, безопасность, избегание боли. Его чувства – страх, голод, желание комфорта. Все вращается вокруг удовлетворения базовых потребностей. Инстинкты самосохранения, потребность в пище, сне, дыхании, базовые реакции – бей, замри, беги. Как формируется первый уровень сознания? Первое – это генетическая основа. Этот уровень во многом прошит в теле. Это как биологическая прошивка – ДНК плюс эволюционный опыт рода. Второе – это настройка до воплощения. Душа приносит с собой опыт прошлых жизней, поэтому у кого-то с рождения сильнее выражен страх, а у кого-то доверие к миру. Это похоже на сохраненные настройки в памяти, привычки, склонности, глубина восприятия. Поэтому один ребенок с младенчества тревожный и настороженный, а другой спокойный и доверяющий. Кто-то с детства задает вопросы о смысле, а кто-то полностью живет материальным. Ранний контакт с миром. Огромное влияние оказывает состояние матери во время беременности. Если мама была в тревоге, ребенок может с рождения ощущать базовое недоверие к жизни. Если мама чувствовала любовь и поддержку, формируется ощущение безопасности. Также влияют социум и условия среды. Ребенок учится выживать в том контексте, где оказался. Если вокруг мир воспринимается как опасный, формируется первый уровень через страх и защиту. Если среда поддерживающая, первый уровень закрепляется как доверие и базовое ощущение «я в безопасности». Первый уровень сознания – это основа, фундамент. Это мир инстинктов. Здесь человек живет ради простого – поесть, поспать, выжить. Мы видим младенца. Его мир – мама, тепло, безопасность. Он плачет, когда голоден, и улыбается, когда сыт. Это чистая программа, заложенная в теле. Что нужно младенцу для перехода на следующий уровень? Базовое доверие к жизни. Если тело сыто, тепло, есть контакт, мама рядом, возникает чувство безопасности.
Пример. Новорожденный плачет, ищет грудь матери, дыхание сбивчивое, тело напрягается и успокаивается, когда получает тепло. Но чтобы подняться выше, ему нужно больше, чем еда и тепло, ему нужно чувствовать, мир его принимает. Пример. Мама берет ребенка на руки, он мгновенно замолкает, чувствует сердце рядом и засыпает. Улыбка матери, руки, которые держат, взгляд, который отвечает – так рождается доверие и открывается дверь к следующему уровню. На уровне психики формируется «мир – это место, где я могу быть». Если этого нет, остается фоновый страх, и человек всю жизнь будет бороться за безопасность. Что будет, если сознание остановится на этом уровне? Например, мальчик вырос в неблагополучной семье. С детства он видел, что еда и деньги достаются не всем. Во взрослой жизни он проверяет каждый рубль, ночами пересчитывает финансы, боится потерять работу. Даже отдых он воспринимает как риск. А что, если завтра не хватит? Его отношения поверхностные, потому что он всегда думает, безопасно ли быть близким. Вырос, но все еще живет страхом голода и нужды. Всю жизнь зациклен на где заработать, как сохранить. Становится трудоголиком. Для него главное – еда, вещи, деньги. Может накапливать имущество, бояться потерять крышу над головой. Он вырос, но все его внимание остается в теле. Его счастье – вкусная еда, телевизор, удобный диван. Он работает только ради зарплаты, отдыхает только ради сна. Такой мужчина может часами стоять в очереди ради дешевого куска мяса. Его жизнь – круг забот о теле. Например, девочка выросла в семье, где внимание родителей было непостоянным. Во взрослой жизни она выбирает партнеров, которые обеспечат ей стабильность, даже если рядом нет любви. Она боится остаться одна, терпит контроль, критику ради безопасности. Каждая мелочь – повод для тревоги. А вдруг не будет крыши над головой? Вырастает в женщину, которая все внимание направляет на внешнюю безопасность. Найти мужчину-кормильца, чтобы было что есть и где жить. Может терпеть жесткое отношение ради куска хлеба и стабильности. Ее мир крутится вокруг базовых потребностей – еда, внешний вид, бытовой комфорт. Она ищет мужчину, чтобы он обеспечил ее безопасность. Такая женщина может измерять свою ценность только количеством вещей в шкафу. Все остальное кажется второстепенным. Их душа хочет большего, но они не слышат ее. Что нужно, чтобы выйти из этого уровня? Для перехода дальше нужно почувствовать безопасность внутри и доверие миру. Ребенку помогает любовь и забота родителей. Когда он чувствует безопасность, внутри рождается новое желание познавать мир, играть, смеяться. Это первый шаг к следующему уровню, эмоциональному. А взрослому человеку нужно сделать то же самое, дать себе опору, задать вопрос: я живу только для того, чтобы выживать, или хочу чего-то большего? Важно делать осознанные шаги. Мужчине наблюдать тело и свои страхи. Замечать, когда есть тревога или напряжение в теле, когда есть ощущение недостатка. Пример. Вечером садится, закрывает глаза, следит за дыханием, ощущает себя. Учится доверять миру через простые действия. Пробовать дать себе небольшие малые радости, не связанные с выживанием. Пример. Пойти в парк, спокойно поесть мороженое, почувствовать удовольствие без мысли о полезности. Забота о себе как практика безопасности. Регулярно питаться, высыпаться, двигаться. Это показывает телу: мир безопасен. Женщине самостоятельная забота о себе. Готовка, покупки, маленькие финансовые решения, микропроекты независимости. Делать что-то без опоры на партнера или родителей. Пример. Оформить абонемент в спортзал, записаться на курс, самостоятельно решить бытовую задачу. Наблюдать страх и тревогу осознанно, учиться отпускать и говорить себе: мир не опасен, я в порядке, чувствовать доверие к миру и опору на себя. Ключи перехода.
Научиться замечать свои чувства, а не только голод и усталость, развивать радость игры, творчества, позволять себе мечтать о чем-то, что выходит за рамки кушать и спать. Если сознание застряло здесь, тело и страх управляют жизнью. Человек может быть взрослым по возрасту, но внутри это ребенок, ищущий мамину грудь и тепло. Первый уровень сознания – это как корни дерева. Они нужны, чтобы жить. Но если остаться только в корнях, не будет ствола, ветвей, плодов. И задача каждого человека – почувствовать, что жизнь больше, чем выживание. Второй уровень – эмоциональный. Его проявления – реакции на других, борьба за внимание, желание любви, признания. Его чувства – радость, ревность, обида, восторг, зависимость от чужого мнения. Человек склонен отождествляться с настроением. Если первый уровень – это корни, то второй – это уже рост ствола, мир чувств и эмоций. Здесь человек уже выходит за рамки физического тела. Он ищет радость, внимание, любовь. Посмотри на ребенка. Мальчик плачет, когда его обидели на площадке. Девочка смеется, когда мама похвалила ее рисунок. На этом уровне они учатся. Я есть, и мои чувства важны. Второй уровень сознания – это эмоционально-чувственная сфера. Он как будто раскрашивает нашу жизнь. Именно здесь включается гамма переживаний. Радость, злость, ревность, восторг, обида, любовь. Если первый уровень был про биологическое выживание, голод, безопасность тела, то второй – это уже живость, динамика, краски. Как проявляется второй уровень? Человек реагирует, а не осознает. Эмоции вспыхивают и окрашивают каждое событие. Жизнь кажется яркой, но очень зависимой. Настроение зависит от внешних обстоятельств и людей. Пример. Мальчику подарили игрушку, он счастлив. Игрушку сломали, он в отчаянии. Девочке подруга сказала комплимент, она сияет. Подруга промолчала, она обиделась. Зачем нужен второй уровень? Он учит человека чувствовать. Без эмоций мы были бы роботами. Эмоции – это язык души, первый шаг к пониманию себя и других. Опасность застревания на втором уровне во взрослом возрасте в эмоциях – это взрослый с сознанием ребенка. Пример. Взрослый человек обижается, ссорится, требует внимания, ревнует. Если остановка на втором уровне, жизнь становится вечным поиском одобрения и признания у окружающих. Здесь радость зависит от чужих глаз, боль от чужих слов. Это эмоциональные качели, где человек не управляет собой, а управляется эмоциями. Представь мужчину, ему уже 40, но его жизнь управляется эмоциями. Он злится на мир, если что-то идет не так. Он радуется только, когда его хвалят. Он уходит в обиды, как ребенок. Его внутренний мир – это американские горки, то радость, то боль. Становится мужчиной, который всю жизнь требует доказательств любви. Ревнует, обижается, уходит и возвращается, устраивает сцены. Его партнерша для него как мама, он постоянно ищет ее внимание, одобрения, ласки. Или представьте женщину, она живет в ожидании одобрения, радуется, когда ее любят, впадает в отчаяние, когда ее отвергают. Ее самооценка зависит от взглядов других. Ее сердце словно зеркало, оно отражает чужие эмоции. Но своего света там почти нет. Женщина остается в роли маленькой девочки. Она ищет принца, который даст ей любовь и внимание. Если ее игнорируют, она впадает в истерику. Если ей улыбаются, она расцветает. Ее счастье полностью зависит от других. Такой человек все время ждет, что кто-то извне подарит ему счастье. Путь перехода на третий уровень. Учиться наблюдать за своими эмоциями, а не сливаться с ними. Например, когда эмоция поднимается, первый порыв броситься в нее с головой, закричать, ударить, обидеться, убежать. Но именно здесь есть точка выбора. Сделай паузу, остановись, закрой глаза, сделай вдох и выдох, спроси себя, что я сейчас чувствую.
Это злость, это обида, это ревность, это радость. Просто назови свое чувство. Не спеши его оправдывать или объяснять, просто назови. Когда ты называешь эмоцию, она перестает управлять тобой, ты становишься наблюдателем. Попробуй, представь, твоя эмоция – это облако. Оно пришло, оно может быть ярким, темным, грозовым, но облако не есть ты небо. А облака приходят и уходят. И вот когда ты видишь, что облако – это всего лишь облако, а не ты сам, у тебя появляется свобода – кричать или молчать, уйти или остаться, разрушить или создать. Пример. Подросток, его обидели во дворе. Вместо того, чтобы сразу ударить, он задерживает дыхание, сжимает кулак, но внутри спрашивает: «Я злюсь?» «Да, я очень злюсь». И вдруг понимает, эта злость не он сам. Он может решить, что сделать – поговорить, уйти или все же ударить. Но теперь это его выбор. Девочка. Подруга не позвала ее гулять. Первое чувство – обида, слезы. Но она закрывает глаза и говорит себе: «Я обиделась, я чувствую себя ненужной». И уже не подруга управляет ее сознанием, а она сама. Теперь она может решить, сказать подруге о своих чувствах или найти занятие для себя. Учиться осознанному выражению чувств через творчество, общение, практики, стихи, музыку. Что еще нужно, чтобы выйти на следующий уровень? Тут помогают границы и принятие. Когда мы научились замечать свои эмоции, возникает новый шаг. Нужно понять, где заканчиваюсь я и где начинаются другие. Это и есть границы. Без них человек утонет в чужих эмоциях, желаниях, ожиданиях. С границами он стоит крепко, как дерево, у которого есть свой ствол, а не чужие ветви. Но границы – это не стены, а мягкие живые очертания. Это мое, это не мое. Эту боль я проживу, но чужую боль я могу только поддержать, а не взять себе. И когда мы выстраиваем границы, мы впервые начинаем по-настоящему принимать мир. Принимать значит видеть его без желания изменить всех вокруг. Принимать значит признавать право других быть другими. Границы и принятие – это ключи, которые открывают дверь в следующий уровень сознания. Взрослому человеку нужно перестать искать подтверждение своей целостности вовне, задать вопрос: я управляю эмоциями или они управляют мной? Если остановка на уровне эмоций, взрослая жизнь превращается в детскую игру, ревность, обиды, вечный поиск любви. Ключи перехода – научиться признавать свои чувства, но не поддаваться им полностью, искать источник радости внутри, а не во внешнем одобрении, развивать внутреннюю опору и самоуважение. Как еще? Например, мужчина требует любви, ревнует, ищет маму в партнерше. Чтобы вырасти, ему нужно научиться быть источником тепла самому, а не только потребителем. Это значит перестать обижаться, брать ответственность за свои чувства. Женщина живет чужими взглядами и нуждается в одобрении. Ее шаг – встретиться со своей пустотой и научиться наполнять себя изнутри, а не ждать комплиментов и подтверждений. Принять себя, даже если никто не похвалил. Переход к следующему уровню. Формирование эмоциональной зрелости, умение любить без условий и не зависеть от чужого настроения. Второй уровень сознания – это как ствол молодого дерева. Он тянется к солнцу, ищет поддержку, но еще слишком хрупок. Если остаться здесь, человек проживет жизнь в зависимостях от любви, внимания, одобрения. Задача – вырастить ствол сильным, научиться любить не только потому, что меня любят, а потому что сам есть любовь. Третий уровень сознания – ум, социальная личность. Человек ощущает себя мыслящим существом, старается все объяснить. На этом уровне человек начинает осознавать себя в обществе через мысли, правила, как правильно. Он формирует свое эго, образ, каким надо быть, чтобы выжить и получить признание. Суть уровня.
Сознание строится на мыслях, сравнениях, правилах, законах общества. Важны роли – сын, дочь, ученик, гражданин, друг, муж, жена. Основные инструменты – логика, дисциплина, мораль, порядок. Тень этого уровня – оценки, сравнения, критика, зависимость от чужого мнения. Например, подросток старается быть правильным и заслужить похвалу взрослых. Если родители говорят «будь сильным», «мужчина не плачет», он учится скрывать эмоции ради соответствия образу. Он гордится, когда у него 5 в школе или когда его хвалят за успехи. Становится мужчиной, который все объясняет рационально. В отношениях он все превращает в схемы, доказательства, правила. Может стать жестким начальником, для которого главное логика и контроль. Эмоции он считает слабостью. Если застрял на этом уровне, вырастает мужчина, который живет как надо, но не слышит себя. Он будет зависеть от чужого одобрения и бояться осуждения. Он прячет чувства за схемами и правилами. Взрослый мужчина живет по правилам и логике. Он планирует все, спорит с друзьями, считает ошибки недопустимыми. В отношениях холоден, чувства он анализирует, а не проживает. Любовь для него – проект, который нужно рационально строить. Чтобы пойти дальше, ему нужно открыть сердце, разрешить себе ошибаться, позволить себе быть живым, чувствовать. Он должен понять, что мир нельзя полностью проконтролировать. Еще пример. Девушка старается быть хорошей девочкой, послушной, красивой, прилежной, радуется, когда родители говорят «ты умница, ты молодец». Но если вдруг ее критикуют, посмотри, как другие стараются, в душе рождается боль сравнения. Женщина уходит в роль разумной и правильной, все анализирует, как выглядит, что скажут, где надежно, может построить карьеру, быть успешной, но в душе пустота. Она не умеет расслабиться и чувствовать, потому что живет в голове. Она строит жизнь правильно, но без вкуса. Если застряла, взрослая женщина будет угождать, подстраиваться, бояться выглядеть плохой. Женщина строит карьеру, следует за всем, анализирует каждое слово и действие. В личной жизни она ищет идеального партнера через списки критериев и умственные фильтры. Она может быть успешной и сильной, но внутри пустой. Радость и вдохновение приходят редко, потому что все контролируется разумом. Ее шаг вперед – выйти из головы в сердце, научиться расслабляться, доверять интуиции, позволить себе танцевать, творить, жить, а не только анализировать. Для чего нужен 3-й уровень сознания? 3-й уровень – это уровень ума и социального «я». Его задача – структурировать хаос жизни, соединить человека с обществом и научить выстраивать правила взаимодействия. Основная задача ума – социальная интеграция. Без этого уровня человек бы остался в детской спонтанности 2-го уровня. 3-й уровень сознания учит нас взаимодействовать с другими. Школа, работа, семья, законы, договоренности. Мы учимся правилам. Нельзя брать чужое, нужно уважать границы других, надо выполнять обещания. Задача, структура и дисциплина. Здесь рождается способность планировать, учиться, достигать целей. Без дисциплины и ума душа не смогла бы реализовать свой потенциал на Земле. Это база для профессионализма, науки, ремесла, искусства. Задача – формирование эго и идентичности. Эго не враг, а инструмент. Оно формирует образ себя, который помогает удерживать личность в мире. Я ученик, я программист, я мать. Эти роли нужны, чтобы человек понимал, как ему действовать в конкретных обстоятельствах. 4. Это задача навигации в обществе. Ум и социальные правила – это карта, без которой человек потерялся бы. Именно на этом уровне мы учимся договариваться, обмениваться, сотрудничать. Но ограничение 3-го уровня – когда человек застревает здесь, он начинает жить только ради ролей, статусов и мнений других. Вместо того, чтобы использовать ум как инструмент, он становится рабом ума.
появляются перфекционизм, зависимость от одобрения, чувство вины, страх осуждения. Зачем нам нужен третий уровень? Для эволюции. Без третьего уровня невозможно перейти к четвертому сердечному. Ум и структура – это мост от инстинктов и эмоций к мудрости и душе. Сначала мы учимся правилам внешнего мира, чтобы потом раскрыть правила внутреннего мира – совесть, честность, любовь. Третий уровень нужен, чтобы построить мост между животным и духовным в человеке. Он формирует личность, дисциплину и социальную устойчивость. Но на нем нельзя останавливаться, иначе человек превращается в биоробота общества. Как перейти на четвертый уровень сознания? Первое. Замедление и пауза. На третьем уровне ум все время толкает. Надо, должен, так правильно. Переход начинается тогда, когда человек учится ставить паузу перед действием. В этот момент он спрашивает: а это действительно мое желание или навязанное? Я делаю это из страха или из любви? Как мне будет с этим завтра, а не только прямо сейчас? Второе. Прислушивание к себе. Четвертый уровень строится не на правилах общества, а на внутреннем резонансе. Это похоже на навигатор сердца. Туда – да, сюда – нет. Человек начинает чувствовать. Тепло, расширение, спокойствие – это его путь. Сжатие, напряжение, тревога – это не его. Третье. Выбор в свою сторону. На третьем уровне мы часто выбираем так, чтобы нас одобрили, приняли, похвалили. На четвертом уровне человек учится выбирать себя, даже если кто-то будет недоволен. Это не эгоизм, а честность с собой. Я не хочу туда идти, потому что мое тело устало. Я не буду соглашаться, потому что это против моих ценностей. Я выбираю отдых, а не еще один «надо». Что человек должен чувствовать на переходе? Это похоже на внутренний переворот. Сначала страх и сомнение, а можно так, а вдруг осудят? Потом облегчение, я сделал для себя, и мир не рухнул. Дальше вкус свободы, я могу жить из сердца, а не из «надо». И главное, доверие миру и себе. Мое сердце – мой лучший компас. Переход на четвертый уровень – это искусство остановки, слушания сердца и выбора в свою сторону, даже если ум и общество сопротивляются. Переход к четвертому уровню – соединение сердца и разума, готовность встречать жизнь без контроля. Четвертый уровень сознания – сердце, выбор себя, доверие миру. Суть уровня – это пространство, где человек уже выходит из диктата ума и социальных ролей и начинает жить, опираясь на свое сердце, чувства и внутреннюю правду. Он учится замедляться, слышать себя и выбирать то, что в согласии с ним. Для чего нужен четвертый уровень? Чтобы перестать жить по правилам и начать жить по душе, чтобы вернуть себе свободу от чужих ожиданий, чтобы в отношениях появилась искренность, а не роли и маски, чтобы человек начал доверять жизни и видеть, что мир может быть поддерживающим, чтобы соединиться с состоянием благодарности и доверия к себе. Как проявляется четвертый уровень? Человек останавливается перед выбором и не действует автоматически, он прислушивается к себе. А как я это чувствую? Он выбирает себя, даже если это не понравится другим. Он умеет сказать «нет» без чувства вины. Он ощущает внутреннее расширение и тепло, когда идет своим путем. Он может быть мягким и открытым, но при этом устойчивым. Мужчина. Внутреннее состояние, он становится спокойнее, уходит от борьбы за доминирование, больше не нужно доказывать силу, он ощущает ее внутри. В отношениях умеет быть опорой, но без контроля, слушает, слышит, говорит честно, не боится проявить уязвимость, может сказать «мне страшно» или «я устал». В работе выбирает деятельность, где есть смысл, а не только статус и деньги. Может уйти с выгодной должности, если это разрушает душу. В творчестве пробуждается игра, желание создавать руками, писать, исследовать. Это уже не про должен, а про радость проявления.
женщина, внутреннее состояние. Она отпускает гиперконтроль и желание всем нравиться, живет мягче, но с опорой на себя, в отношениях открыто, но не жертвует собой, может сказать «нет» и при этом останется в любви, проявляет заботу не из страха потерять, а от избытка. В работе выбирает пространство, где можно раскрыть себя и ценности. Это может быть творчество, наставничество, забота о людях. Главное, чтобы работа не обесценивала ее душу. В творчестве женщина начинает выражать себя через красоту. Танец, пение, искусство, дизайн, создание уюта. Все это становится способом соединения с душой. Взаимоотношения мужчины и женщины на 4 уровне. Они смотрят друг на друга как на равных, без игры кто главнее, прислушиваются друг к другу, не спорят ради победы, а ищут, где правда для обоих. Умеют останавливаться в конфликте, чтобы услышать, что стоит за словами. Интимность становится глубже, это не просто физика, а встреча душ. Нет страха потерять, есть доверие к выбору друг друга. Вместе они создают атмосферу, где можно расти и быть собой. Выбор работы на 4 уровне. Люди смотрят, приносит ли это пользу миру, радует ли мое сердце. Деньги важны, но не на первом месте. Главным становится смысл. Если работа разрушает тело и душу, человек ищет новый путь, даже если страшно. Часто на 4 уровне появляется стремление к самостоятельности, своему делу или работе с людьми. 4 уровень – это жизнь из сердца. Мужчина становится опорой без контроля, женщина – мягкой, без жертвенности. Их отношения строятся на честности и доверии. Работа и творчество исходят из смысла и радости. Практика перехода, алгоритм. Нужно остановиться, замедлиться, заметить, что ты снова действуешь по инерции. Почувствуй тепло и сердце. Есть ли сжатие или наоборот спокойствие? Задай вопрос: я делаю это из страха или из любви? Это мое или чужое? Выбери себя, сделай шаг в сторону, которая дает расширение и внутреннюю честность. Заметь результат. Облегчение, спокойствие, больше энергии. Чувствуй состояние 4 уровня. Спокойствие, тишина внутри, честность с собой, доверие миру, радость от маленьких выборов в свою сторону, вкус внутренней свободы, благодарность. Если посмотреть на уровне сознания как на лестницу, то каждый шаг – это не полное отрицание предыдущего, а трансформация опыта. Что-то мы берем с собой как ресурс, что-то отпускаем как балласт. Учимся чему-то новому, чтобы удержаться на следующей ступени. На каждом уровне есть дары и искажения. Дары – это то, что мы развиваем и берем выше. Искажение – это то, что тянет вниз и должно быть отброшено. Давайте посмотрим, что нам нужно отбросить при переходе с одного уровня на другой, а что нужно взять с собой. 1 уровень – выживание. Здесь человек учится слышать свое тело, заботиться о базовых потребностях – еде, тепле, безопасности. Это фундамент. Когда он поднимается выше, он берет с собой эту связь с телом, умение ощущать, что нужно для жизни, но он отпускает избыточный страх, постоянное напряжение, жизнь в режиме «бей, замри, беги» и учится доверять, что мир не только угроза, но и поддержка. 2 уровень – эмоции, привязанности. Здесь человек открывает сердце для первых связей, любви, дружбы, семьи. Он учится чувствовать радость и боль другого, сопереживать. Выше он берет эту способность к привязанности и эмпатию, отпускает зависимость, манипуляции, желание удерживать любой ценой. Учится тому, что любовь не про контроль, а про свободу и выбор. 3 уровень – личность, социальность. Здесь рождается «я».
амбиции, действия, желание создавать и влиять. Человек учится быть самостоятельным, брать ответственность, строить связи в обществе. С собой он берет решимость, силу воли, умение действовать и творить в реальном мире. Отпускает жажду власти, стремление быть как все или жить ради чужих ожиданий. Учится слышать себя среди множества голосов, делать выбор в свою сторону. 4 уровень сердца – доверие. Здесь человек начинает жить не из страха и не ради чужих ожиданий, а из любви к себе и миру. Он учится останавливаться, прислушиваться к внутренней тишине и действовать из нее. С собой он берет доверие, открытость и способность строить отношения на равных, отпускает драму, игру в жертву или спасателя, постоянные сомнения, любит меня или нет, учится любить без условий, выбирать путь, где он в согласии с собой и в гармонии с другими. Без прожитого опыта нижнего уровня невозможно устойчиво стоять на верхнем. Если перепрыгнуть, не освоив уроков, нас снова потянет вниз. Переход с одного уровня на другой всегда связан с кризисом. Это называется трансформацией, когда что-то или кого-то нужно отпустить. Это момент, когда старые инструменты уже не работают и приходится искать новые. Каждый уровень сознания – это школа. Из нее мы выходим не с пустыми руками, а с инструментами, которые будут нужны выше. Но чтобы подняться, нужно смело оставлять то, что мешает, и научиться жить по-новому. Дорогие друзья, если вам отзывается то, о чем мы с вами сегодня поговорили, буду рада, если вы отреагируете, напишите комментарий или поставите лайк за мою работу. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!